Всех приветствую на канале Леха Мегастроитель. Сегодня к нам приехали архитекторы Мария и Алексей. Архитектурная мастерская «Вам проект». Сегодня мы поговорим, из каких материалов построен дом, какие окошки, в чем они отличаются, эти окна, про клумбы, почему они такие, почему мы не купили отдельно, именно отливали по месту, про защиту окон, как наносится пленка, о стоимости услуг ребят в проектировании. Все об этом подробненько расскажем. Заказчик к нам обратился с комплексной задачей. Часто встречается, это наш любимый тип заказов, когда нужно сделать и архитектуру, и участок, и дизайн. То есть когда идет вся концепция под ключ. Потом покажем кадры, как, в принципе, архитектура переходит в окружающую среду, то есть все абсолютно гармонично. Когда речь заходит о таких масштабных объектах, здесь порядка 600 квадратных метров дом получился и достаточно большой участок. Это не тот случай, когда можно гнаться за какими-то модными трендами или делать что-то, вот, что сейчас актуально, а завтра выйдет из моды. То есть здесь должна была быть архитектура и те решения, которые будут актуальны через 10, 20 и 50 лет. То есть за основу мы взяли такую американскую классику, вот, сыграли большими формами красивыми и дорогими качественными текстурами. У заказчика изначально было четкое представление, что он хочет, поэтому нам с этим было довольно-таки легко работать. Нам это самим стиль нравится. В стиле райта дома, не стареющая классика. То есть он пришел и говорит, мне необходим вот такой-то, такой-то стиль, такая расцветка дома, или же он просто показал вам какие-то фотографии, а вы уже на основе этих фотографий сделали для него предложение, так скажем. Все так. Большие свесы, маленькие углы кровли, натуральные материалы, красивые, недешевые, большие площади остекления, подшивка. А сложно ли, вообще спроектировать такой дом? То есть, в основном все домики 200-300 квадратных метров, да, проектируют. И есть ли отличия между большими домами и небольшими? Сложности, какие, может быть, там есть, не знаю, опасности даже, может быть, в каком-то проектировании, то, что ты же все равно берешь на себя ответственность определенную. В чем, может быть, какая-то сложность, отличие есть ли, или, может быть, ее просто на все нету? Нет, отличия есть. Чем больше дом, тем нам проще на самом деле проектировать. Чем стандартные домики 100-150 квадратных метров, в которых надо все необходимые помещения вжать просто до максимума и в эту коробенку запихнуть. А если в конструктивной части? Конкретно про конструктивную часть конструктив здесь значительно сложнее. То есть здесь сложнее, гораздо сложнее. Большие пролеты, двухсветные пространства, большие нагрузки, то большая площадь это нужно фундамента. Дополнительные какие-то расчеты, или у вас есть такие знания? Конструктор делает расчеты все по результатам исследований, геологии, пробы грунта. Все учитывается, все рассчитывается. Считаются все нагрузки абсолютно. Мы смотрим на вид, который открывается у нас с террасы. Расскажи немножко вообще про ландшафт, потому что даже вот изначально, который вы сделали проект, да, и всю архитектуру, и был условный, так скажем, изначально, правильно, ландшафт. Просто зачастую, в общем-то, на всех проектах, как это есть, строится дом, ландшафт приблизительно накидали, какой он должен быть там, да, к нему никто сильно не привязывается поначалу, просто как бы он есть и есть. Изначально берут, строить дом, а потом уже к ландшафту. И вот исходя из того, что вы изначально начертили, и то, что мы сейчас видим, в принципе, вообще ничего не изменилось. Это большая редкость, чтобы вы понимали. То есть в основном заказчики, строим мы что-то, в общем-то, не будем говорить много, есть кто и побольше строит. Вот. Но очень редко, чтобы ландшафт изначальный и сохранился, и до реализации. Практически таких домов нет. Вот этот дом
наверное, у меня первый на самом деле, я даже вот так вот скажу, который сохранил изначальный ландшафт, который был задуман вместе с проектом дома. Это не случайность. Вот, то есть какие факторы сыграли на это? Во-первых, то, что не только проект и дома, и ландшафты, и всего был в одних руках, но и что на стройке было одно крайнее лицо. Алексей лицо. Крайнее. был самый Я везде крайний. Всегда крайний. Если что. У него, конечно, добавилось от этого седых волос немало, чуть-чуть. Но это того стоило. Я к тому, что почему часто благоустройство не доходит от своего проектного вида до реализации, потому что основные там силы, средства, они уходят на дом, и благоустройство уже оставляют немножко на по остаточному принципу, то есть что-то там... Ну, не всегда даже так. Есть такие дома, но большинство просто людей, они как, просто зеленушки какой-то накидали, чтобы общая картинка была. Каких-то деревьев, временно какие-то деревья понакидали, чтобы это просто на картинке гармонично просто на все смотрелось. А потом в реальности немножко иначе, потому что даже вот эти все клумбы, которые у нас есть, там, вообще, как вы к ним пришли? Был ли у вас вообще опыт таких клумб? Потому что у нас лично вот эти, которые 2 клумбы мы делали, они у нас, так скажем, впервые. То есть мы не делали бетонные какие-то основания, которые в дальнейшем штукатурились, потому что есть определенная сложность в этих клумбах. То есть они полностью залиты, даже с нижним дном у него полностью залито. И для того, чтобы ничего не подкисало и влага уходила всевозможно, там сделаны дренажи, вставлены гильзы. То есть у нас в основании, значит, этой клумбы внизу отверстие сотого диаметра. Здесь точно не помню, в районе 4-5 отверстий, то есть если которые осадки у нас, там снег, куда-то этой водички нужно деться. Она, соответственно, уходит по дренажам. У нас идет слой, значит, из коры, дальнейшее у нас идет слой чернозема, и потом у нас идет слой керамзита. Все. То есть, что это дает? Керамзит, зачем он нужен? Растения все вот эти, они имеют корневую часть. И, соответственно, чтобы от бетона, то есть у нас не полностью все утеплено, только снаружи и видимые части, и отштукатурены, для того, чтобы корни не прислонились к бетону. И в зимний период времени просто растение это не погибло, не переморозилось. В общем-то, она уходит в керамзитную эту, так скажем, часть, в которой нормально дальше растет. Мы предлагали, у нас же есть еще клумб много, да, которые у нас за территорией. И вот эти у нас радиусы, которые все есть, и клумбы в том числе. Мы сначала сделали все это, отлили из бетона. Заказчик на это посмотрел. Какое-то время с супругой они приезжали, посмотрели, говорят, нет, это не то. Давайте-ка нам заштукатурьте это все в светлый цвет, как и подшивная, собственно, так и все клумбы. Все это полностью сделано в одном стиле. Разная только фракция крошки. Вот. И здесь с гидроизоляцией на подшивной просто отсутствует гидроизоляция. Здесь уже сделана максимально защита, чтобы штукатурка эта прослужила достаточно долго, и можно было помыть ее с керхера. Вот эти все клумбы, вот эти все подпорки, они здесь не просто так появились. Участок имеет перепады. И решать их можно по-разному. То есть можно делать просто отсыпки, да, то есть какие-то более природные формы. Но здесь архитектура, вот этот стиль, он требует строгости линии, определенной чистоты. Поэтому вот эта клумба, например, она имеет такой вот перепад по высоте, она подпирает террасу с одной стороны, отбивает ее такой вот красотой, светильниками, растениями. То есть она служит и украшением, и опорой. Без нее это был бы просто огромный пьедестал из ступеней в разные стороны, который совершенно здесь не нужен.
либо тут пришлось бы какое-то ограждение обычное ставить, какие-то поручни. То есть мы вышли из положения вот таким вот элегантным способом. Ты задал вопрос ранее, то есть был ли такой опыт таких клумб. Делали на прошлой работе для благоустройства многоквартирного дома, а там были просто бетонные клумбы. Я помню, на этом объекте тоже все, да как так, в бетоне оставить, а может покрасить, а может штукатуркой, а может. И делали огромное количество выкрасов, а я изначально говорила, давайте оставим в бетоне. В итоге пересилили, оставили в бетоне. Мне нравится, то есть да, он со временем там имеет и какие-то свои вот эти вот разводы появляются. Но это красиво, его там оплетает виноград. Здесь, вот если бы, например, на многоквартирном доме отделали бы вот так, это просто пришло бы в негодность. Один подросток с баллончиком, и все, этой красоты нет. Здесь, поскольку мы на частном участке, На частной да, территории. на частной территории, да, здесь есть возможность сделать вот такие не совсем, скажем так, практичные решения, но красивые, потому что за ними будет как бы и уход, и присмотр. А вот, например, там будь это нужно какая-то сказать, коммерция... что вообще, имея такие большие дома, или вы планируете построить аналогичный дом в своем регионе или здесь, в Воронеже, нужно предусмотреть обязательно хозпомещения, в которых будет располагаться персонал, который будет заниматься мытьем окон, подметать дорожки, их мыть, потому что вот мы в таком виде не можем их еще сдать. Сейчас идут работы здесь строительные, но перед тем, как говорится, мы будем ключи заказчику передавать, полностью все фасады, все плитки, все клумбы, все полностью отмоется и передастся, так скажем, вот когда у вас выдача автомобиля идет в салоне, вот в таком же варианте будет передаваться дом, так скажем, заказчику. И нужно обязательно предусмотреть хозпомещения, без них вообще никуда. То есть люди будут приходить и газон подстригать, и убирать, и листву собирать. В общем-то, работы будет здесь достаточно хватать. Вот. Без них справиться невозможно. То есть многие говорят, у меня были такие заказчики в Ямном, они говорили, да мы будем все сами убирать, а в итоге... Прошло несколько лет, я с ними встретился на их же доме, они пригласили в гости. И я говорю, где ваши мозоли, покажите. Они говорят, да вот мы построили подсобку, там они и живут. В общем-то, убираются, в общем-то, люди за отдельную денежку, так скажем. Потому что, чтобы сохранять такую красоту, тут два варианта. Либо вам зарабатывать денежки нужно будет, либо просто-навсего здесь газон накосить сутками и подметать. Любой участок требует ухода, но некоторые решения, как говорят, ой, да газон постелить, так за газоном самый большой уход. Да. Его поливать, его стричь, это не то, что вы там постелили и вычесывать его забыли. нужно. Конечно. Его вот уже подвычесали, он такой зелененький. Да. А был сначала серенький, да. И вот уже его пора и подстригать, на самом деле. Мы обо всех этих моментах заказчика всегда предупреждаем, прежде чем это начать воплощать. То есть говорим так, вот там это потребует такого-то ухода, это потребует такого-то. И дальше уже заказчик принимает решение. Он говорит, да, я буду готов нанимать людей или сам зачем-то ухаживать. Все без проблем делаем, либо ищем варианты. То есть у вас есть такая, лояльность. То есть это, с одной стороны, это очень хорошо, потому что многие говорят так, послушай, я архитектор, я отучился в школе, то, сё, 5-10, и в институте. У меня есть насмотренность, я сделал 1000 домов, и я знаю, как это должно быть. И когда заказчики у него что-то меняют, он просто говорит, слушайте, дайте я вам денег отдам, и все, вы дальше строите. Таких домов у него очень много, которым просто деньги отдал. Потому что он говорит, если вы не придерживаетесь моей архитектуры, это не моя архитектура, это ваша, она получается. Вот есть разное. А то, что у вас вот такой есть баланс, кстати, это очень хорошо. Следующий из этапов мы расскажем про материалы, которые у нас применены на этом доме, а именно облицовочный кирпич, плитка фасадная и штукатурка. Ребята расскажут, почему именно эти материалы были выбраны на данном доме, почему заменили термодоску на плитку. Сейчас ребята поподробнее все об этом вам расскажут. Кирпич у нас немецкий,
темных цветов. Заказчик просто предпочитает темные цвета, поэтому мы в конечном итоге и под клинкерную плитку пришли тоже к черным цвету, потому что изначально предлагали термодревесину, либо HPL-панели на вот эти вот зоны, на подшивку. В итоге пришли Так а почему черной ушли? плитки. То есть потребен заказчику, или вы изменили в проекте, то есть, или, может быть, мы, строители, такие злые, сказали, что мы не строим из этих У материалов? термодревесины свои минусы, у Обслуживание. HPL-панелей свои минусы. Заказчик хотел, чтобы никто сюда больше не лез. В общем-то, Зашили за практичность, за чтобы практичность. сделали один раз Да. и, собственно, по фасаду мы Да. забыли. Не мыть, ничего не подкрашивать, не подкручивать, чтобы это все было раз и навсегда. Доска выглядит дорого, но требует ухода. То есть, если какое-то время пропустить, не пропитывать, то есть, у нас были случаи, да, когда световая часть, точнее тот фасад, который выходил на солнце, выгорал больше, чем тот, что в тени, когда мы говорим про натуральное дерево. То есть здесь хотелось бы избежать этого эффекта, поэтому, да, выбрали более такой вот универсальный, кстати, вот некоторые долговечный. заказчики, вот у нас есть один заказчик, который не боится абсолютно этого. То есть у него на 70% будет состоять фасад из термодоски, все террасы абсолютно, фасады. И он не боится того, что будет где-то сильнее выгорать, где-то даже будет серый. Он сказал, что он даже обрабатывать не будет. То есть вот как естественно, в общем-то, она будет выцветать, выгорать, и он так и оставит. Ценитель, любитель. Да, Мы он к этому ценитель. материалу тоже спокойно совершенно относимся. Нам он нравится, выгорает, там подкрашивается, все требует ухода. Когда строятся такие большие проекты, люди сами подвыгорают от стройки. И многие заказчики, в общем-то, что они хотят? После строительства своего дома вообще спокойствие в нем. То есть они устают, когда дом строится год, полтора, два или даже 3 или более, после того, как он достраивается, они хотят спокойствия. И хотя бы несколько лет, чтобы вообще никто не появлялся на данном объекте. И либо нужно быть готовыми, но большинство людей, которые строят, они не готовы, чтобы у них потом кто-то лазил еще, подкрашивал каждый год, еще что-то делал, потому что это связано с тем, что нужно кого-то нанимать, а могут посадить леса, задеть фасад, поцарапать, разбить стекло. И, в общем-то, заказчики, как правило, хотят минимизировать эти все риски и уйти в такую практичность. Ну, а кто, соответственно, готов, этот дом будет тоже на ютубе, он очень тоже большой и очень сложный, поэтому мы его будем снимать, показывать, там комбинированные фасады, в общем-то, будет очень интересно. Именно про доску, если кому-то интересно, кто-то хочет сделать фасады из термодоски или просто лиственницу, то есть можно будет какие-то идеи оттуда вам взять. Мы сейчас находимся на участке и хотели поговорить немножко о том, как архитектура взаимодействует с остальным участком. Здесь, в принципе, видно забор. На заборе, обратите внимание, то есть тот же самый кирпич, что и на доме, и цвет заполнения забора, он тот же, что и используется в отливах, в импостах окон, то есть это все как бы гармонично. Также Водосточность система, да, подшивная нашего дома. светильники, то есть все в одном вот этом графитовом цвете. Элементы, то есть подпорных стен, они также, материалы повторяются по всему и участку, и дому. Это убирает лишний визуальный шум. То есть когда у нас все в одних материалах, выдумывать не нужно. То есть то, что мы используем в основном объеме, мы повторяем везде. То есть вот у нас есть светлый камень, у нас те же оттенки и в плитке, в отсыпке, в брусчатке. А практично ли это? За светлым, конечно, нужен больше уход, но это сразу добавляет статуса. А это ваша идея или все-таки заказчик вот даже захотел, чтобы у него было максимально светлый цоколь, плитка, или же это все просто связано как-то с архитектурой, и от этого вообще нельзя было, уйти, избежать этого нельзя было? Только мы изначально предлагали что-то такое светлое, бетонное. Здесь потом в итоге заменили на дагестанский камень. Он тоже разных оттенков, можно подобрать любой, от темного до светлого. Нам этот вариант очень То есть понравился. это получается, ваша идея, то есть, собственно, вы изначально все это задумали, и задумка доведена
У нас так скажем. изначально был какой-то план, и мы его придерживались. Мы находимся на террасе дома, она является продолжением кухонной зоны, у нас сюда выход, и располагается центр дома. Это камин, это печь, в которой можно готовить, она не только красивая, но и функциональная. Внутри шамотный кирпич, специальный для печей. Снаружи облицовка та же, что и на доме. Столешница гранитная – это самый лучший выбор для наружных кухонь, потому что там дерево, искусственный камень – это все не выдерживает таких больших перепадов температур. То есть здесь гранит, будем надеяться, что нас будут вспоминать добрым словом за это. Но здесь еще у нас помимо камина, вот, у нас есть, значит, можно поставить разные тут сковородочки под казан, в общем-то, и приготовить разные вкусные блюда, еще не только на мангале, но и в казанчике. Вот. Есть отдельные кармашки, которые можно где-то дрова сложить, где-то приборы, которые здесь необходимы будут. Думаем, в дальнейшем мы чем-то здесь дверцы какие-то сделаем, да? Дровница, наверное, у нас будет вот здесь. Вот здесь, здесь получается экзоник этой, вот эта здесь зона будет, сюда. Да, дровник небольшой. А там уже что-то, какие-то приборчики, что-то нужно будет складывать, уличное 100%. Поговорим дальше мы об, значит, остеклении. Почему, вот вопрос, вот многие, кстати говоря, кто приезжают, говорят, почему заказчик выбрал именно такую разбивку, почему он не взял большие стеклопакеты, помонтировал, то есть с чем это связано. Вот, потому что я помню, когда мы только начинали, мы здесь некоторые моменты, помнишь, Алексей, регулировали по высотам импульса, вот эти, которые идут, значит, по высоте дверей. Почему витражи большие у нас не сделаны большими стеклопакетами? С чем это связано? Это связано со стилем архитектуры, потому что мы пробовали варианты, если это расчленить по меньше плоскостям, то это все уже не так смотрится. Тут добавляются детали какие-то. Все горизонтальные линии, они абсолютно идентичны по всему фасаду, подчеркивают друг друга. Если снизу идет какая-то подоконная часть, она вся подчеркивается нижним импостом. Все горизонтальные верхние импосты, они по дверям расположены. Момент по поводу окон – это не экономить на толщине, когда речь идет о больших витражах. Потому что, как мы часто видим, вот самое дешевое стекло, оно где? Вот где-нибудь там на переходах, да, вот этих вот надземных, на киосках. Они начинают линзоваться, да, выгибаться, и создается вот этот вот эффект кривого зеркала. И он сразу перечеркивает всю архитектуру, вообще все усилия строителей. Мария про что говорит? Про то, что есть разные стекла по толщине. Там 4, 6, 8 миллиметров. Соответственно, чем тоньше стекло, оно, соответственно, дешевле. Многие на это ведутся. И в последующем вы видите просто-напросто блики на стеклах. Здесь относительно небольшие стекла. И, так скажем, стекло не самое толстое здесь. А когда, если бы, есть окна такие, что разделены, например, там только одним импостом и стоят из 2 стекла, то там на стекле вообще не стоит экономить. Нужно максимально брать толстое для того, чтобы идеально все эти стеклышки смотрелись. Мы можем сейчас еще вовнутрь, наверное, зайти, показать, как стеклопакеты непосредственно такие большие витражные монтируются. То есть это не просто обычный стеклопакет, как вот, если вы живете в квартире и у вас окна небольшие, то здесь у нас остекление, я вот точно не помню, ориентировочно 5 на 7 где-то приблизительно, на 6,5 по высоте. И для того, чтобы такие стеклопакеты держались, они не имели никакой вибрации, не имели, значит, выгибания по стеклопакетам. Есть профиль, который всю эту раму
держит. Мы сейчас вам ее покажем изнутри, как она выглядит. Маш, я знаю, что хотел спросить, а портит ли такое усиление вообще потом в отделке, в дизайне, портит ли общий вид, потому что конструкция достаточно массивная, получается, от стандартных окон она отличается, и портит ли она вообще вид, так скажем, вот по дизайну внутри помещения или нет? Мы сейчас вот находимся внутри, у нас ведутся уже тут малярные работы. Попросили ребят разрезать, в общем-то, но что имеем, то имеем. На самом деле, это все равно как спросить, портит ли дизайн стены. Это такой же конструктивный элемент, то есть он наоборот добавляет линий, добавляет динамики, добавляет вот этих вот вертикалей. На самом деле есть даже целое направление, где не только такие элементы являются украшением, но там и потолки в бетоне оставляют, да, там лофт, конструктивизм, то есть это опять же вопрос на любителя, да, кому интересно жить там в бетоне в голом, когда стены остаются, балки, швеллера, то есть здесь это не просто голая конструкция, она действительно красивая, она ровная, изящная, она связывает воедино, в принципе, и архитектуру, и дизайн. Не портит это дизайн. Нет. То есть, вот если для того, чтобы такие, значит, окошки большие поставить, вы должны понимать, что такая конструкция, она просто неизбежна, иначе окно при такой высоте, оно изогнется, и либо при сильном порыве ветра она просто либо вовнутрь у вас выпадет, либо наружу. Поэтому это просто неизбежная конструктивная часть, которая присутствует всегда на окнах, в отличие от стандартных. И мы сейчас их тоже покажем. Переместились мы в зону, где у нас ведутся еще такие общестроительные работы. Здесь у нас плиточка. В общем-то, как раз мы просто отобразим вам обычные стандартные окна, без усилителей, без профилей. Эти окна здесь у нас по высоте, мне кажется, 2,70, да, 2,75. При такой высоте профиль дополнительно не требуется. Еще хотели показать, каким образом мы защищаем все наши окошки. Здесь у нас силиконовая пленка. Ее можно распылять, ее можно наносить кисточкой. В данном случае у нас она нанесенная с краскопульта. Снимается она достаточно легко. Вот краешек просто здесь подсняли. Здесь можем показать. То есть можно взять скребок, она раз и поддевается и полностью снимается. В чем ее преимущество огромное? Она каждый уголочек, каждую щелочку полностью запыляет. И при снятии не нужно тратить на клининг деньги, чтобы вымыть все эти тоненькие полосочки. Потому что это на самом деле ад при больших вообще стройках, когда это ведется. Когда в доме там 4-5 окна и образно там до 5 квадратных метров, то это можно еще сделать. А когда при больших масштабах, это вообще практически невозможно, и вымыть идеально никто не может, к сожалению, потому что мы уже сталкивались не раз. Мы нашли такую пленку, это турецкая конкретно. Есть видео, в общем-то, уже на YouTube о том, как мы ее наносили, как снимали. И многие написали о том, что якобы она дорого стоит. Так вот, я скажу, что клининг стоит в 15-20 раз дороже, чем нанести эту пленку. И эта пленка здесь живет уже на протяжении года, даже чуть больше. И мы, когда полностью все работы закончим, мы просто-навсего здесь отсюда все снимем, и все. И у нас все станет идеально чистым. То есть на протяжении всей стройки у нас идеально чистые окна. Так что берите на вооружение. Потолочки все сейчас будут краситься, для того, чтобы мелкая дисперсия не попала на стены. Заклеивается все абсолютно и уже наносится на потолок. На втором этаже делается у нас паркет, стелится паркет, а не делается. И для того, чтобы влажность здесь не поднималась, сделано отсечками. То есть каждая пленка раз слой, два слой. И между ними будет ставиться осушители наши, которые собирают излишнюю влагу.
сколько стоит квадратный метр проектирования дома? Считаете ли вы вообще по квадратным метрам? Потому что, опять, есть многие просто говорят: слушай, сколько дом? Да 200 метров. Он говорит: слушай, да дай мне 150 тысяч рублей, я тебе, короче, просто на все через неделю выдам. Или у вас есть четкая привязка к квадратным метрам? Или вы как-то иначе рассчитываете? Зависит ли от площади дома стоимость дешевле, дороже? То есть, расскажи поподробнее. У нас есть разные пакеты услуг. То есть, грубо говоря, мы начинаем с эскизного проекта, он стоит 1000 рублей метр квадратный, может быть меньше, если, скажем так, до 300 квадратных метров. Это 1000 за квадрат. То есть большая площадь уже идет индивидуальный расчет в зависимости от архитектуры. То есть, скажем, такие стандартные домики, там, сейчас, которые строятся, они там, 200-300 метров. То есть 150 это на продажу в основном, то есть 200-300 метров. Это по фиксированной стоимости. 1000 рублей это эскизный проект. А если мы его дорабатываем в архитектурный, то есть уже там считаем объемы, кладочные планы рисуем, там окна, двери, вентканалы, это 1500 рублей квадратный сверху метр. Еще, то есть Нет, 1000? это 1000. И если сначала заказали эскизный, то доплата за него только 500, то есть за квадратный метр. И если мы берем полный комплект с конструкциями, расчетом фундаментов, стропил, всех монолитных систем, вот все под ключ, 2500 метр квадратный. Зависит ли стоимость от архитектуры? То есть будет это с плоской крышей дом или будет это со скатной, там, от стилей, может быть, или Нет, все это, мы в любом принципе, стиле работаем, в практически. Мы в любом стиле работаем, но это еще, вот как говорят, да, там, ой, да там мне что-нибудь минималистичное. Да минимализм, он самый сложный, когда у тебя есть вот эта там, условно, белая коробка, и ты должен заставить ее выглядеть интересно, как-то ломать плоскости, подбирать интересные материалы, какие-то вот фишки добавлять. Нет такого стиля, в котором ты сидишь и практически ничего не делаешь. А сколько по срокам занимает проектирование, так скажем, месяц, допустим, дом, там 250 квадратных метров, там, да, заказчик обращается, сколько в среднем вы тратите на это время, сколько заказчику ждать, так скажем, свой проект? 1,5-2 месяца. В зависимости от правок заказчика, как быстро мы найдем общий язык, угадаем то, что ему нравится. Это время связано с тем, что вы еще что-то меняете, да, по ходу? Замены, то, что или не это один просто объект чисто в работе вы тратите это время на проектирование, то есть 1,5-2 месяца? Нет, это прям такое бодрое проектирование, то есть может затягиваться в зависимости дольше. от принятия решения. Насколько? То есть, от до, то есть, есть какие-то... От 1,5 до 3, грубо говоря, месяцев. От 1,5 до 3 месяцев за мы проект. до этого проговорили про про лояльность, про правки. Это вместе с конструктивным разделом или нет? Иногда с конструктивным, иногда растягивается. Это с конструктивным. Конструктивную часть, собственно, в домах 200-300 метров, она не всегда есть, идет, где-то не идет. А если мы отбрасываем конструктивную часть, я так понимаю, она больше всего времени занимает. Если, так скажем, на стадии там АР, сделать, чтобы были размерчики, в общем-то, у дома. Быстрее. 1,5 месяца, да. 1,5 месяца. 1,5-2, да, где-то. То есть, поэтому, если у вас небольшие домики, они не сильно сложные, и у вас нету загонов, то, в принципе, за 1,5 месяца вы можете получить проект, уже доработав его, если у вас какие-то будут замечания, ребята, то есть за 1,5 месяца могут сделать проект. В принципе, это нормально, то есть достаточно быстро. Просто еще раз про сроки и правки, то есть у нас как идет работа, мы, возвращаясь, к лояльности, у некоторых архитекторов действительно есть такой подход, то есть он там принял техзадание, все сделал, выдал, все, вы либо с этим соглашаетесь, либо идите ищите другого. Из практики как происходит, то есть все архитекторы делают один вариант, заказчик его смотрит и говорит: слушай, можешь еще 2 варианта, там с таким козырьком, там тут с деревяшкой, тут с плиткой. В общем-то, делается, и последующие, если хотите вы какие-то изменения сделать, они уже берут дополнительную небольшую денежку за то, что вам еще какие-то варианты делать. Потому что так можно накидывать правок до бесконечности, и проект один может проектироваться
там 3 месяца. Но это, конечно, никому не выгодно, и сами вы от него устанете и просто не будете строить. Кто проектирует по 3 месяца себе дома, решают, они, в принципе, не строятся. Они просто только на стадии проектирования выдыхаются, в общем-то, уже. Да, то есть эти люди, так скажем, эти люди не строятся. Да, они неопределенные, и там у них и денег на этот дом еще, может быть, и нету, в общем-то. Поэтому они только проектируют, как правило, связано с какой-нибудь там экономией, не оптимизация, а экономия, потому что заказчик никак не может соптимизировать, он может только сэкономить на материале, сделать дешевле, а соптимизировать не может. Мы сначала делаем планировку, мы согласовываем с заказчиком. Если получается один хороший вариант и все, другие мы один оставляем. Если получается сразу там парочку, равно хороших, то есть мы их сразу предлагаем, обсуждаем. То есть и у нас вот в каждый этап включено 3 круга правок. То есть мы раз отправили, заказчик сказал вот это поменять, 2, 3, то есть это включено в стоимость. Потом мы делаем 3D. Да, то есть тут тоже, если у нас один вариант, вот он просто вот идеально сразу получился, мы его предлагаем. Если мы понимаем, что, можно вот такой цвет, например, можно, да, там, с деревяшкой, можно с кирпичом, мы сразу там предложим варианты, досогласовываем там внешний вид, и только потом переходим к рабочке. То есть это исключает сюрпризы, недовольство, тут мы как в диалоге с заказчиком. И важный момент, если известно, кто уже строит, то есть мы так часто делаем, что мы звоним, говорим: Алексей, вот у нас есть вот такая задумка, например, нам надо подтверждение, что ты там сможешь это потом реализовать, или что мы этот угол там не заколхозим, что мы это там примыкание продумаем. То есть мы всегда как бы в диалоге со строителями, но иногда, конечно, бывает, что там надо нам пересилить и, так сказать, убедить всех, что нет, давайте сделаем так, как в проекте. Иногда мы слушаем некоторые там доводы, варианты и корректируем проект под какие-то более практичные решения. Если заказчик обращается к вам и говорит: слушайте, вот у вас услуга там стоит ваша, да, по проектированию 1500 рублей, даю вам вот 2000, но нужно, прям вот мне за 2-3 недели сделать. Есть такая услуга? То есть можно ли к вам обратиться за ускорение? Допустим, вот есть кто вот хочет в этом сезоне, допустим, еще построиться, да, и он понимает, что у него по времени сжатые сроки. То есть как в этом случае? То есть страдают ли другие еще заказчики, которые к вам обратились? То есть... Нет, мы всегда, у нас текущие... прям конкретно таких запросов у нас не было. Было просто, что срочно. Если будут, мы просто подключим резервные мощности. То есть мы не за счет текущих клиентов будем, как-то двигать кого-то в очереди. Мы просто, грубо говоря, там наймем еще одного визуализатора под этот проект. То есть какую-то часть техническую делегируем, за счет этого сократим время. Угу. То есть без потери качества. То есть также это будет, как наш личный контроль, наша авторская архитектура. Просто те технические части, что мы сможем делегировать. То есть мы просто под это подключим дополнительных авторский людей. надзор. Как он выглядит, сколько он стоит? Это сейчас на самом деле индивидуально решается, авторский надзор. То есть здесь очень много нюансов. То есть мы там разные ценники пробовали, не работает. То есть, грубо говоря, вот помесячную оплату, если взять, но есть этапы, когда вот бетон залили, ждем, пока высохнет. Вот что нам туда есть. А когда, например, вот сейчас там идет там декоративные покрытия, какие-то вот эти вот все нюансы, там нужно ездить там каждую неделю, если не чаще, то есть какие-то моменты досогласовывать. То есть, опять же, по каждому выезду тоже непонятно, как считать. Бывает, там по полдня можешь провести, бывает, приедешь, а вопрос, собственно, решался бы телефонным звонком. То есть поэтому мы здесь начали даже привязку к закупке там материалов, к авторскому надзору, либо приемке определенных работ, но лучше всего считать индивидуально, потому что объект, если он в городе, там, в соседнем дворе ты там доехал, это одно, если тебе нужно в другой город ехать, это другое. То есть авторский надзор у нас есть, но рассчитывать только индивидуально. Хотя бы давай это скажем как То есть, все равно привязка какая-то есть в деньгах, потому что у всех расценки разные. Возможно, кто-то посмотрит и захочет с вами связаться. Номер Марии будет указан у нас, значит, внизу. Вот, с ней можно будет связаться, если вам понравилось Мария Алексея архитектура.
вы можете им позвонить и с ними, соответственно, договориться о встрече и обсудить детали будущего вашего дома. Но и все же авторский надзор, то есть стоимость хотя бы от. Вот, грубо говоря, там 25 тысяч в месяц, это вот если там в городе какой-то объект, там квартира, например. Но это самый минимум, то есть нужно понимать, что это не каждый день ребята будут к вам приезжать, Это что-то один раз в смотреть. Это раз в неделю в Вот. среднем. Это раз в неделю, буквально заехать там на 1,5 часика, на часик, обсудить какие-то детали. И на этом все. Потому что если вы хотите, как говорится, чтобы у вас каждый день и каждый уголочек архитектор с вами или дизайнер прорабатывал, я думаю, что это стоит порядка 10-15 тысяч рублей в день. Вот исходя из этих расценок, примерно которые, так, да. то есть тут нужно понимать, что вам конкретно нужно. Будете сами вы эти все тонкости, нюансы все подрабатывать, потому что одно дело сделать газон, начертить там плитку, да, а все именно стыки, примыкания, соединение всех узлов, нескольких материалов, это все нужно смотреть, вникать по месту. То есть мы, как строители, этим заниматься не можем. У нас нету, мы не умеем не рисовать тут зачастую, в общем-то, никто. Поэтому и идея-то не наша была, собственно, в реализации этого дома, в проектировании, в его дизайне. Наша задача стоит только его, собственно, построить. Если вам понравилась архитектура, вы можете обращаться. Алексей, Мария. Алексей, спасибо вам. Маш, спасибо, что приехали. Спасибо, что позвали. У ребят много достаточно проектов, которые, ну и мы в том числе, делали. Но этот проект, который сегодня мы отсняли, для нас, ну и, наверное, для ребят из вот ВЖС самый большой. Мы с ним справились совместно с заказчиком. То есть заказчик тоже немаловажно, что справился с таким проектом вот, своего дома. Потому что встречал я дома, которые строил многие там, по 3-4 года, не могут завершить свои стройки. Просто от того, что многие думают, что строить дешево свое жилье, но на самом деле это дорого. И последний вопрос я такой задам. Сколько стоит квадратный метр построить вот частного дома? Вот, ну, приблизительно. Вы ориентируете как-то заказчика, когда он приходит к вам с просьбой сделать проект, вы прикидываете для него бюджет, или вы максимально скрываете, или вы спрашиваете, сколько у него есть денег, и уже говорите: послушай, ну с твоими денежками, короче, не к нам. Или еще какая-то там другая ситуация. Цены на дома вообще сильно варьируют. Чтобы построить себе хороший дом из хороших материалов, это, наверное, где-то от 100 тысяч за квадратный метр и выше. Угу. Все зависит от покрытия, от облицовки. Если штукатурка, это одна цена. Если хороший кирпич, это другая цена. А что-то построить за 50 тысяч квадратный метр, это Проще только купить готовое. купить Да. готовое, 150. Ну, за 50 просто таких нету. То есть это есть лачуги, сараи, вот продают такие. Вот не в обиду сказано, но там дома это просто как раз квадратные метры вы покупаете. Вы не покупаете красоту, вы не покупаете архитектуру, вы не покупаете то, что вас радует глаз. То есть вы просто покупаете квадратные метры, как квартира. То же самое дом, ну, зачастую небольшие домики с беленькими окошками маленькими, пластиковыми там, да. Силикатным Вот, кирпичом. Да, силикатным кирпичом. То есть все это простенько, просто для того, чтобы прийти переночевать. А если вы хотите порадовать себя, близких, своих друзей, знакомых, то, правильно Алексей сказал, от 100 тысяч рублей квадратный метр. Это приблизительно с предчистовой отделкой. Повторюсь словами Алексея, очень много зависит от выбранных материалов.
То есть стоимость складывается зачастую именно за счет этих материалов, потому что стоимость работ так таковая, что кирпич купить за 200 рублей, что за 100 рублей, стоимость работ, она стоит одинаковых денег. А по выбору материалов, и она зависит напрямую, значит, от архитекторов и заказчиков, потому что архитектор предлагает один из типов вариантов, а из него всегда вытекает несколько предложений. Там российский кирпич, импортный. Сейчас есть схожие кирпичи. Исходя из этого и разница в цене. Спасибо еще раз, что к нам приехали, посетили. Да. На этом мы с вами прощаемся. Пока.